Всем привет, меня зовут Миха Майкдрифт, и я решил разыграть этот 90-ик для вас. Все условия участия под постом в этом видео. Цена одного билета будет стоить 1000 рублей. 29 августа на картодроме Зминка мы ее разыграем в прямом эфире. Всем удачи в конкурсе. Возможно, именно ты станешь победителем этой машины. Это быстрое краткое включение. В общем, ставим коленвал в блок. Весь его отмыли. Уже вкладыши стоят. Сейчас будем обтягивать с пластигейджем. Вкладыши я использую King Racing. Решил на них. Оселям что-то нет доверия. С помощью вот такой вот штучки сейчас будем мерить зазоры. Посмотрим, что он нам покажет. Дальше будем отмывать шатуны, отмывать поршня. Все это собирать и ждать голову. Ну и что, в общем, протянул. Уже снял. Везде зазор получился 0,25. Ну, что-то среднее между 0,38. Потому что 38 ставишь еще шире. А 25 ставишь чуть меньше. В общем, везде зазор ровный, одинаковый. Это очень хорошо. Тут у меня стоит Вероса. Вчера по ней были сделаны работы. Поменял муфту VTI. Разобрались, почему трещит башка. Тут была забита сетка, в общем, на VTI. И еще распредвалы касались головы. Все поправили, подточили, все сделали. Распредвалы отвезли на промер, с ними все ок. Поменяли ремень ГРМ, натяжитель ГРМ. Все проверили еще раз и собрали. Машина, в принципе, готова ехать на настройку. Не знаю, что она покажет, но все, что нужно было сделать, сделали. Все, что в наших силах, не доставая мотор. Сейчас я еще подключу соленоид бустак фишки. И все. Машину отправляем на настройку. Еще я купил теншины для чайзера, чтобы можно было настроить кастер. И подушки в редуктор. Этим я буду заниматься, скорее всего, после сегодняшней тренировки. А, да, сегодня тренировка. Поедем на тренировку. Может быть, прокатимся. Но пару раз я точно вкинусь проверить, как держак. Еще я сзади поставил фендера. Они, в принципе, нормально вписались. Там их чуть разрезать, чтобы дверь открывалась. И все ок. Стойки ниже я не могу уже опустить. Это максимум вкрученная стойка в башмак. Поэтому высота будет такая. Еще хочу сказать, что ищу человека, который мне будет рисовать превьюхи для канала. Ну, естественно, не за бесплатно, за какие-то разумные деньги. Если есть кто-то среди подписчиков, кто смотрит мои влоги, напишите, пожалуйста. Разберемся, что-нибудь придумаем. И еще у меня закрались мысли, что мне нужен оператор, потому что сам я вообще не справляюсь. Я приезжаю на тренировку и полностью отключаюсь от камер. Хотя там есть что поснимать и есть прикольные истории, которые я бы хотел показать, но не могу. Я реально не могу. Я просто приезжаю, типа сажусь в руль. Все, меня нету, я полетел. А в этот момент как раз таки рождается контент, который бы я хотел показывать. Но получается, что я катаюсь в свое удовольствие и этого не снимаю. Ну и много таких моментов закадровых, к примеру, когда я там собираю мотор, руки в масле, и я просто не могу взять камеру и подснять. Вчера я собирал мотор, были моменты прикольные, которые я хотел бы показать, но в конце только показал, что вот мы собрали, все типа окей и все. Поэтому буду придумывать что-нибудь по поводу оператора, как-нибудь выходить из ситуации. Итак, мы сегодня снимаем влог из одного очень знаменитого места. Снеговая 4. Это спот Дальхимпром. Здесь надо ехать по третью передачу. Все, вот этот паренек меня уговаривал поехать сюда на 3-й и 4-й передаче. Вот он сейчас свои зюганы накачает побольше. Сколько давления? Сколько давка? Я двушку сделал. А, у тебя новая? А я на лысой. В общем, сегодня едет Аббас. Игореха 2. Тут вся банда собралась. Я поеду на чайзере. Потому что другой машины у меня нету. И вот тут еще какая-то одна тачка. Я не знаю, поедет она, не поедет. Просто приехала, наверное, посмотреть. Игореха, как настрой? Отлично! Боевой? Сейчас будем бахать. Бахать будем? Вообще на всех углах. Ты когда последний раз здесь ездил? Я где-то недели 2 назад. Наверное. Я последний раз здесь ездил на Жигули, на 81-м марке, я зимой. Помню, помнишь? Мы вместе да, гуляли. и все, и больше никогда. Ну, сейчас нормально будет? Сейчас хода будет вообще. Тебе так будет. Тебе прям вообще понравится. Ну ладно. А ты когда последний раз здесь ездил? Вот недавно. Вчера, да? Брат, пизда, ты сразу все поймешь. Да? Тут очень охуенно. А ты на каких резинах? Что это называется? Охуелся? Охуелс? Да. Охуелиес. Нормально держит? Ну, я так типа манжевал, вроде ничего, держит. Не знаю. Что у тебя по Акерману? Ты уже шаришь же? По Акерману не шарит.
Короче, вчера была тренировка, как можно видеть по порогу и губе, прошла она успешно. На самом деле, я чуть ли не разбился в Аббаса мордой. Аббаса развернула, и он начал катиться назад. И я, спасаясь, улетел во враг, разбил губу. Порог у меня был разбитый, потому что я ехал на парковку и разломал его. Ну и заодно решил подклеить его и губу. Сегодня тренировка будет, поеду без бампера. Еще я поставил резину за кадром Nangang NS2R. В общем, она не работает. Не знаю, она андерстирит хуже, чем та, что стояла спереди. Прогревал, не прогревал, без разницы. Сегодня еще покатаемся, посмотрим и, скорее всего, буду ставить другую, а эту продам. Поставил регулируемые теншены, но это не дало своих результатов. Тачка как ехала нервно, так и едет. Не знаю, что с этим делать. Надо будет что-то придумывать с сошкой. По сухому тачка едет нормально, предсказуемо. Только выезжаешь на влагу, все начинает нервничать. Возможно, из-за плеча сошки, то, что оно слишком большое. У Аббаса была такая проблема, он поменял сошки и все стало ок. Еще вчера Аббас тут не напинал двери на тренировке, ну и в остальном все целое, ничего не сломалось. Кстати, дверь закрывается нормально. Еще по чайзеру были проделаны работы. Ну, про рычаги я рассказывал, что поставил колеса сзади в 0, поставили подушки в редуктор, все теперь 4, и на подрамнике, и на редукторе. Еще мне пришли рычаги на Альтезу. Это Swapworks, стоили они 16 тысяч. Сделаны не очень качественно, прям нереальный топ. Очень длинная регулировка, я не знаю, для чего она такая большая. В общем, такие вот будут стоять на Альтезе. Возможно, что-нибудь еще от Swapworks купим, потому что это понравилось. Еще у чайзера в салоне появился пол, чтобы меньше летела пыль. Но он постоянно что-то запутывается. Надо какую-то площадку сюда придумать, прикрутить, чтобы он не ерзал. Вчера купил вот такую вот резину Хайда 235/40/18. В общем, ее привезли сюда контейнер, очень много штук. И стоит она, по-моему, 400 за колесо, если не ошибаюсь. Вроде как держаковая, такая мягкая, ну, должна походить. Сейчас поеду, одену на морду вот эти и еще на вторые диски проверю, как она будет держать сзади. Новости по Альтезе следующие. В общем, вот все поршня, они все уже готовы. Вчера я их мыл, собирал. Вот так вот их мне отмыли аквабластом. Если кто-то будет делать очистку поршней аквабластом, не рекомендую, потому что приходится все вымывать. С аквабласта остается мелкий песок, типа стекла. Поэтому все это приходится разбирать и заново вычищать. Но я решил попробовать новый способ, и он оказался плохим. Процесс по Альтезе движется. Вот вчера отмывал кольца. Почти все отмыл. Осталось 3 комплекта. Вот одни замоченные, еще 2 осталось. Отмою, соберу на поршня и соберу уже низ. Сейчас домой кольца, соберу низ и буду ждать голову. Голова придет и сразу можно собирать будет мотор. А, еще забыл сказать про сошки, которые я поставил. И сказал, что на них давно ездил, они рулятся. В общем, сейчас они стоят и тачка по влаге не рулится. Она нервничает. Есть такой эффект, когда ты хочешь переложиться, машина начинает дергаться. То есть распрямляться как-то, ну, непонятно, то есть не плавно. И этот эффект заметен по сухому только в одном случае, если сзади нет резины. Ты хочешь переложиться резко, ты перекладываешься, и тебя начинает просто заворачивать, то есть машина как бы не выезжает. Я не знаю, с чем это связано. Может быть то, что мало кастера, но в принципе кастер мы крутили. Сейчас я хочу поэкспериментировать, накрутить кастера максимально вперед и с этих показаний попробовать порулить. Раньше эти сошки рулились, но на других показателях. Там был завал 6 градусов, стоковый нижний рычаг и кастер около 7,2. Сейчас кастер 7 где-то, развал 4. И рычаг на 3 сантиметра развален. Будем пробовать, смотреть, кататься, и я вам расскажу. А вообще нужно ставить вот эти сошки, которые я изначально заказывал, делал, которые стояли на Альтезе, и на них кататься. Нет зацепа сзади, разворачивает. Есть зацеп сзади, быстро едешь. Вот и все, вот и вся сошка. Моменты что-то есть, нет, все хорошо. Все хорошо, постели все нормально, все рабочее состояние. Не понудит. Все правильно. Были, да, не да, надо набивается чуть-чуть, да. Клапан всегда набивается. Ага. 1000 километров поедем. А сколько сняли, не написали, да? Там они, когда много пишут, когда много снимают, они берут. Ну, это она не гретая, не да, 800. Ну все, забрал я голову свою GZ-ную. Говорят, все нормально. Все поправили. Седло поправили. Сейчас, конечно же, я этого всего не увижу, но выглядит красиво. С головы сняли мало, сказал, потому что когда много снимают, пишут. В этот раз ничего не написали. Скорее всего, буду разбирать, проверять за ними работу, потому что маслосъемные колпачки оставил штатные свои, которые у меня стояли, которые я менял. И хочется проверить, в хорошем они состоянии или нет. Они сказали хорошие, но, как говорится, доверяй, но проверяй. Ну что, мы на Змеинке, и сейчас будет тренировка.
Каждую тренировку расставляю конуса в перемычках, чтобы народ не заезжал мимо очереди. Также ставится один огнетушитель здесь, второй вон там, где машина выезжает. Так, Олег сказал, что у меня недержаковая покрышка. Скажите вот тому пацану. Кардан, походу, отъехал. Артем, да? Так, что по покрышке было? Покрышка Sport T1, Чармху 285, спущенный до килограмма. Ну, я бы не сказал, что он прям держаковый. Но кардан сказал, что держаковый. Вон он лежит. Я ж, блядь, бачок со жительства вылетал. Бачок потик. В общем, ситуация по мотору. Уже вкидывал сюда коленвал, промерял пластигейджем зазоры, все нормально, все стрельнуло. Собрался ставить голову, и, как вы можете заметить, голова теперь отшлифованная. Посмотрел на коррозию, посмотрел вообще на блок в целом и понял, что что-то не то. Надо вести на шлифовку. Все, опять повторно отмыл-помыл, вкинул коленвал, сейчас вкину поршня. И, возможно, сегодня уже накрою головой, останется приклеить поддон и собрать навесное. Ну, в общем, все, мотор собран. Замерю первый и шестой. Все остальные я промерил вне камеру. 0,38 зазор. И шестой тоже 0,38, даже чуть больше. 25 не дотягивает, 38. Ну вот в этом месте, например, больше. Все ровненькие, шатунные и коренные. Все отлично, сейчас затягиваю. И, возможно, сегодня еще поставлю поддон. Просто в перчатках не очень удобно в масляных снимать на камеру, поэтому только вот такие вот моментики, когда все уже собрано, можно подснять. Сейчас будут вклеивать поддон, и хотел показать одну из причин, почему у меня мог застучать мотор. Вот так вот выглядел мой маслоприемник со 110 поддоном. Я не знал, что маслоприемник 110 и 100 различается, и на 100 приемник поставил 110 поддон. В итоге расстояние у меня здесь вот такое приличное, рука залазит вообще легко. Сейчас я буду ставить 100 поддон и буду ставить 100 приемник. Ну, точнее, это он и есть. И посмотрите, какое будет расстояние. Это одна из причин, почему мог застучать мотор. При отливе масла несколько раз шестой вкладыш просто провернулся. Но до конца эту теорию подтвердить я не могу, потому что есть еще вопросы по вкладышам, которые я не видел. Скорее всего, они тоже были изношены. Но вот эта система явно не работала. А вот так стоит 100 поддон с 100 приемником. То есть все стоит, все в своем месте. Расстояние здесь есть, но засунуть руку туда я не могу. Это с тем учетом, что он еще подогнут немного из-за того, что бились поддоном. Сейчас я его распрямлю, и будет окей. Вот такая вот тема. Кто не знал, берите на заметку. В общем, отдавал я голову на тещин язык. У нас есть сервис в Владивостоке, вот они делают головы. Крайне недоволен тем, что голова, вот как я помыл ее, так она и осталась. Дальше мне не понравилось, как притирались клапана. То есть обычно на GZ притирают вот эти пятаки. Здесь они срезали чуть-чуть клапана, на пятом, например, все в заводе. Кто так делает, не знаю, но, видимо, в сервисе в этом разбираются. Это мы уточним у них завтра. Еще здесь осталась стружка от проточки и, скорее всего, алмазная паста еще осталась. То есть голову, грубо говоря, мне сейчас нужно мыть. За притирку клапанов и выставление зазоров я отдал 9000 рублей и ждал месяц. Скажем так, я крайне недоволен работой, которую они произвели, и впечатления только негативные. Завтра поеду спрошу, что они мне скажут по этому поводу. Ну, потому что так сделать мог я сам. Я хотел отдать голову, чтобы мне все сделали, и я ее просто прикрутил. В итоге я прождал месяц, голова не готова, и сейчас мне все это заново нужно будет для себя рассухаривать, все это промывать и смотреть. Это с тем учетом, что я попросил оставить свои маслосъемные колпачки, которые я ставил оригинальные, и не знаю, в каком они сейчас состоянии после их работы. Собственно говоря, первый вопрос. Голова не помыта, правильно? Почему? Это место. Ну, это алюминиевая стружка, вот здесь тоже вот он. Ну, то есть, как бы голова не помытая. Ну, это ладно. Нет, да мыли, Ну, мыли она- химия. Но она не помытая. Она не помытая. Вот, это, Не домытая. вот да. эта часть, вот это вот, это вот эти вот места, это все не мытое. То есть, это как бы голова, ну, не мылась. В появлении, да? Да. Хотел вот по голове поговорить. В общем, сдавал на ремонт на комплексной работе. Вчера голову начали ставить, смотрим, голова не мытая. Как мало? Ну вот здесь, вот в этих местах есть алюминиевая стружка. Я не знаю, может быть это алмазное напыление, вот, которое, когда клапана протирают в этих вот местах. Ну вот, вот здесь, вот в этих. Она. У вас она завернутая лежала?
Встречи, да. Я ее забрал в встрече, вчера ее размотал, собрался ставить, и как бы тут еще есть вопросы. По помывке ладно. Клапана притирались, получается, клапаном, а не стаканом. Я правильно понимаю? Зазор регулировать? Зазор, да. Конечно, клапан. Почему клапаном? Ну, чтобы шайбы были стандартные. Так, в GZ в мануале прописано, что нужно шайбы шлифовать, и шайбами зазоры выставляются, а не клапанами. Мы регулируем только клапанами, чтобы шайбы все оставались стандартные. Если каждый раз регулировать шайбами, то от шайб ничего не останется. Ну это понятно, они же под замену идут, то есть другой размер. Когда под замену пойдут и клапана, и седла, и головка, если каждый раз регулировать шайбами. То есть мы раз отрегулировали, два отрегулировали. Ну я понял, шайба ну становится шайба тонкой. ну там Что каждые 100 дальше? тысяч, ладно. Хорошо, а вот эта вот плоскость шлифуется как вообще? На стунке торцуется. То есть ровно, поверхность Идеально. ровно? Я не знаю, что это за фигня такая. Для шлифовки, Маш, стружка. Надо разбираться. Я, честно говоря, этот момент вообще, в принципе, не Да, видел. и еще момент, то, что голову отдали и не сказали, сколько сняли с головы. Там должно было Там быть не было написано. Я вот забирал у человека и сказал, что это Что, уточним. сняли мало. Просто с той головой я сравнил, которая у меня вторая есть, и как бы это непонятно сколько сняли. Какую сейчас там прокладку кидать. Потому что сейчас блока сняли на 12. Теперь уже есть. Хорошо, этот момент уточним. Просто сейчас мне придется что сделать? Мне придется все разобрать, посухарить, все помыть и обратно собрать. Почему? Мы можем сами это сделать. Ну, раз Ну, такое дело. Просто момент в том, что я ждал очень долго, целый месяц почти. Ну, Поэтому чуть-чуть. сделаем все без очереди. В общем, снимаю балку и хотел обратить внимание на сайлентблоки. Вот точка опоры желтенькие. В общем, стояла здесь вот эта часть вот так. И сайлентблок вот выдавился, и вот в таком вот он состоянии. За 4 выезда с ним так произошло. То есть его вот сюда стянуло, протянуло, и непонятно, как он тут работал. Снизу тоже он его повыдавливало, видно отсюда. А вставка вроде работает. В общем, я их меняю, буду ставить другие, потому что точка опоры меня подвела. А подвела она меня опять же тем, что за 4 выезда вот такое вот случилось в нижних рычагах. Их, я не знаю, просто здесь порвало, выдавило. В общем, это все дело не сработало. В этом сезоне здесь будут стоять хардрейсы, а в рейке будут стоять какие-то ноунеймы, проверим их на работоспособность. Когда я их ставил, мне не понравилось, что здесь нет насечек на внутренней втулке, потому что на стоке есть насечки, которые держатся за балку и не проворачивают втулку. Тут получается, что втулка проворачивалась и допроворачивалась. Вот одна более-менее живая, но видно, что у нее есть смещение, то есть она не по центру стоит, а как-то согнута. Ну а с этой стороны я комментировать не буду. Все и так сами знаете. Кстати, пробовал писать в точку опоры в Инстаграм и на почту. Ответ я так и не получил. Поэтому не рекомендую, не ставьте. Это говно. Снял балку, которую я в прошлом сезоне отпесочил. Покрыл ее кислотным грунтом. Потом сверху акриловой краской. И, в общем, вот такой вот результат. Во-первых, все шелушится. Такие вот места. Нужно было переварить в прошлом сезоне балку, чтобы поддон не цеплялся, но я этого не сделал. Покрасил, так поставил. Думал, 110-й поддон походит. В итоге положил мотор, а поддон так и не походил. А вот моя новая балка. Здесь уже переварена под поддон. Я просто вырезал квадрат, перевернул его и заварил. Как смог, его отшлифовал. Ну, в целом нормально. Не должно цепляться по моим расчетам. Не буду загадывать вперед. Надеюсь, все походит.